Уважаемые коллеги, добрый день. Мы собрались для того, чтобы я имел возможность поздравить вас с победой на выборах, но и поговорить о том, что нам предстоит делать в ближайшее время. Что по их итогам вы получили убедительную поддержку, это очевидно. Как в ходе прямого голосования, так и при избрании через региональные законодательные собрания. Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности. То есть наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом. Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках. Конечно, очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать необходимо с полной отдачей. Уверен, вы руководствуетесь именно такими принципами. Всего же в единый день голосования завершилось более 5000 избирательных кампаний разного уровня. Они прошли в 81 регионе практически по всей стране. Причем субъекты федерации применялись разные подходы, позволяющие сделать участие в выборах максимально удобным для граждан. Имею в виду и дистанционные форматы, и организацию многодневного голосования. Полагаю, что такой опыт, учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь. Уважаемые коллеги, безусловно, у каждого региона есть своя специфика, свои в чем-то отличные от других текущие задачи. Но именно такое многообразие – одно из сильнейших преимуществ нашей страны. И здесь огромное значение имеет координация и консолидация возможностей и усилий разных регионов. Формирование региональных социально-экономических программ в тесной увязке с интересами достижения наших общенациональных целей. Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса. Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена. При этом, подчеркну, у нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере. В этом году мы приступили к реализации новых национальных проектов. Их эффективность в значительной степени зависит от того, как выстроена работа на местах. Не сомневаюсь, все эти вопросы находятся у вас на постоянном контроле. И прошу не снижать темпов выполнения поставленных задач. В плотном взаимодействии федеральных и региональных властей необходимо обеспечить условия для долгосрочного роста экономики, для решения задач технологического лидерства. Причем, конечно, с соблюдением, я много раз об этом говорил, с соблюдением принципов и требований макроэкономической политики. А в конечном итоге, значит, для повышения качества жизни и уровня благосостояния наших граждан, российских семей. И здесь, повторю, важен вклад каждого региона. Вместе, конечно, с правительством. Подчеркну, ресурсы в реализации нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут. А это, в первую очередь, дальнейшее обновление школ, детских садов, больниц, поликлиник, строительство дорог и развитие общественного транспорта, улучшение жилищных условий. В целом, создание комфортной, благоприятной среды для жизни, работы, самореализации и досуга. Причем не только в столицах регионов, но и в небольших городах, в сельских территориях. Все это тоже работает на раскрытие человеческого потенциала
но и потенциала регионов в целом. И в конечном счете на укрепление всей страны, ее устойчивое, уверенное развитие. И, конечно, нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества. Знали, как многим мы можем гордиться, чем мы можем и чем мы должны гордиться. Уважаемые коллеги, и масштаб стоящих перед нами задач, и те вызовы, на которые сейчас отвечает наша страна, предъявляют новые, более высокие требования к системе управления, к людям, работающим в органах власти. Еще раз повторю, здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам, рассчитывая, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции. Я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников, действующих на федеральном уровне программы «Время героев» и ее региональных аналогов. Двое выходцев из этой программы, Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов. Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений. И подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей. Поскольку именно оценка граждан, мы много раз об этом говорим, хочу подчеркнуть сегодня еще раз, именно оценка граждан – это главный критерий эффективности того, что мы делаем. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам успешной, плодотворной работы, достижения тех результатов, которых от вас ждут люди. И мы понимаем, через какие исторические этапы проходит Россия. И конечно, и результат голосования – это в том числе, и, может быть, прежде всего, это готовность и желание людей поддержать Россию, поддержать свою страну, поддержать людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы. Но именно это желание направлено на то, чтобы не конкретного человека с его амбициями поднять куда-то наверх, а направлено на то, чтобы страну сделать сильнее. Но реальное воплощение этих чаяний зависит от вас. И я очень рассчитываю на то, что вот с пониманием этого запроса вы и будете работать во благо России в целом и во благо тех людей, которые пришли и проголосовали за вас. И ждут от вас результата не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе и поселке. И я тоже, честно говоря, рассчитываю именно на такое качество вашей, нашей совместной работы. Пожалуйста, попросил бы некоторых коллег высказаться. Ненецкий автономный округ, Гехт Ирина Альфредовна, пожалуйста. Да, добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Я благодарю вас за доверие, которое вы оказали. Для меня это большая ответственность перед вами, перед страной, перед жителями региона. Буквально вчера мы встречались с нашими бойцами, ветеранами специальной военной операции. Они полны решимости выполнить все поставленные перед ними задачи. И я заверяю вас, что мы со своей стороны предпримем все усилия для того, чтобы показать им всю необходимую помощь и поддержку. Уважаемый Владимир Владимирович, я вижу свою задачу делать шаг за шагом жизнь людей лучше. Делать это каждый день, делать вместе с институтами гражданского общества, делать вместе с институтами государственной власти, исключительно вместе.
Мы добывающий регион, и наша миссия выстроить качественное взаимодействие региона с нефтегазовыми компаниями российскими и международными, и прежде всего в интересах государства и жителей региона. Владимир Владимирович, скоро Ненецкому автономному округу исполнится 100 лет. Вы никогда у нас не были, и я от имени всех жителей приглашаю вас в округ. Я обещаю, что нам будет что показать вам и чем гордиться. И мы вас очень ждем в нашей настоящей Арктике, самой близкой для Москвы и Центральной России. И еще раз спасибо вам за поддержку. Мы не подведем и оправдаем ваше доверие. Спасибо, Ирина Альфредовна. Желаю действительно искренних успехов вам. Пожалуйста, Евгений Алексеевич, Тамбовская область. Да, уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хочу выразить вам огромные слова благодарности за оказанное доверие возглавить Тамбовскую область и за помощь в работе по ее развитию. Конечно, хочу выразить и слова благодарности тем жителям Тамбовской области, которые меня поддержали на прошедших выборах. Единую Россию поддержали. Это ваша команда, Владимир Владимирович. Вот на первой встрече, которая у нас с вами была, вы меня поручили погрузиться в вопросы Тамбовской области. У меня был действительно запас времени с ноября прошлого года познакомиться с людьми, познакомиться с территорией, составить народную программу, которую мы вместе с жителями составили на ближайшие годы. Собрал больше 10 тысяч заявок, которые сегодня мы уже непосредственно распределяем по блокам и направлениям, и будем их уже совместно с жителями реализовывать. Одна из важнейших задач, о которой вы сейчас говорили, конечно, это помощь и поддержка участникам специальной военной операции и членам их семей. У нас реализуется кадровая программа «Герои Тамбовщины». Там я уже ребят подбираю на государственную муниципальную службу. И хочу сказать вам огромные слова благодарности за программу, конечно же, «Время героев». Два еще тамбовских товарища, моих боевых товарищей, они прошли тоже эти выборы. Значит, Костя Кутейников, обладатель 2 орденов мужества, стал депутатом городской думы, и «Единая Россия» его сейчас будет предлагать уже на пост председателя городской думы Тамбова. А Алексей Кондратьев, обладатель 4 орденов мужества, выдвинут мной на должность сенатора, соответственно, от Тамбовской области. Безусловно, вопросы демографии, вопросы поддержки и увеличения многодетности, поддержка вообще всех семей, чтобы жители Тамбовской области оставались на территории, не уезжали в более благополучные районы. Это, конечно, одна из приоритетнейших задач, чтобы могли мы здесь жить и трудиться. В основе, конечно же, будет лежать у нас курс на развитие экономики нашего региона. Вы знаете, Владимир Владимирович, регион аграрный, и поэтому та инициатива, с которой я к вам обратился, вы ее тоже поддержали по особой экономической зоне, чтобы мы могли развивать в том числе и промышленность, и доля в валовом региональном продукте промышленного производства у нас догнала отрасль АПК, но не снижая в том числе и поддержку агропромышленного комплекса. И мы смогли больше в этой части получить экономического эффекта, который уже могли бы направить на развитие и поддержку социальных проектов. Конечно же, образование, шивка, и начиная от детского сада, школы, СПО, техникум и уже высшие учебные заведения тоже должны стать доступными для нашей молодежи и понятными, чтобы они уже для себя на стадии учебы в школе или СПО уже могли определяться со своей будущей профессией. Здесь вот за это время подключил почти все предприятия агропромышленного и промышленного сектора. Каждый уже открывает в школах и в СПО свои собственные классы, их оборудуют, уже непосредственно у нас дети определяются уже с будущим своим местом работы и выбирают уже себе профессию. Уважаемый Владимир Владимирович, вы уже сказали о том доверии, которое я получил и от жителей получил. Буду стараться со всей своей командой оправдать это доверие ежедневной работы. Спасибо большое. Хорошо, Евгений Алексеевич. Вы человек опытный, не только зарекомендовали себя в боевой обстановке достойно, но и ваш предыдущий опыт, в том числе административная работа, он серьезный, значительный, и тоже с хорошими результатами.
все было сделано в вашей прежней жизни, так скажем. Поэтому не сомневаюсь в том, что и здесь вы сможете справиться с возросшими, конечно, задачами, с усложненными задачами, с большим уровнем ответственности. Нисколько не сомневаюсь, всегда тоже в вашем распоряжении, пожалуйста. Спасибо. Да, Мария Федоровна, пожалуйста. Еврейская автономия. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Слова признательности вам за то доверие, когда вы назначили меня исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области и моим землякам, которые поддержали кандидатуру на выборах. И я вам хочу сказать, что они видят сегодня отношение к Еврейской автономной области, насколько оно изменилось, какую большую помощь сегодня оказывает федеральный центр нашему региону. И поэтому на выборах они пришли поддержать этот курс. Ваши поручения помогли нам дать импульс, новый импульс для развития области. И самое главное – это вернуть веру земляков в Еврейскую автономную область, ту территорию, на которой они живут. И уверены, что все получится. И самое главное – почувствовать гордость за ту землю, на которой они сегодня работают и ради которой они сегодня работают. В рамках поручений мы уже начали получать определенные результаты уже с группой компаний «Магнезит», которая занимается сегодня непосредственно добычей графита. Вместе с Росатомом мы уже начинаем разрабатывать основы нашего графитового кластера. Мы уже нашли инвестора, который будет заниматься строительством моста трансграничного автомобильного между Россией и Китай. Наш партнер компания «Бам-Тоннель Строймост». В принципе, при поддержке Минвосток развития и Минтранса уже подготовили финмодель, и мы понимаем, как это будет реализовываться. И вы знаете, Владимир Владимирович, вот благодаря вашей поддержке Еврейская автономная область начала звучать на федеральном уровне. Для нас это более чем важно. К нам стали приезжать министры, представители различных государственных организаций, корпораций, жители других регионов. И вот на большой территории нашей огромной страны все находят вот такую маленькую, небольшую еврейскую автономную область, которая для них интересна. И сегодня они все здесь, и вот такое государственное внимание нам более чем помогает. Сейчас вот следующее поручение: ищем инвестора по аэропорту, чтобы уменьшить логистические цепочки, чтобы большее количество желающих в Еврейскую автономную область могли к нам приехать. На минуточку, только за 9 месяцев этого года турпоток увеличился на 41%. Это более чем важная показательная история. Коллеги мои говорили про поддержку наших героев. Мы сегодня заключили соглашение с подразделением Ростеха, с ЦИТО, и занимаемся тем, что проектируем строительство центра высокотехнологического протезирования. Это более чем надо. У нас коллеги мои из губернатора Дальневосточного округа меня в этом поддержали, и поддержка Юрия Петровича Трутнева здесь помогает более оперативно эти истории все делать. Вот я вам в августе на встрече рассказывала про тоже нашу региональную программу «Доблесть Хингана», аналог нашей федеральной программы «Время героев». Но мы сегодня уже с ОНО «Креативная экономика» прорабатываем проект «Стражи рубежей», когда наши ребята сейчас возвращаются и готовы дальше продолжить свое служение на приграничных рубежах нашей Родины, на дальневосточных. Мы будем к этому готовы. Я хочу поблагодарить вас за то, что мы в этом году получили рекордную поддержку федерального центра, просто рекордную. Это позволило запустить сумасшедшие просто проекты для Еврейской автономной области. То, что вы говорили про капитальные ремонты школ. Сегодня решен вопрос по строительству новых школ в Облучье и Биробиджане. Сегодня решен вопрос с Минпросом, с Минздравом решен вопрос по строительству детской поликлиники и многое-многое другое, что сегодня позволяет нам всем более чем верить в то, что Еврейская автономная область – это тоже один из достойных регионов нашей большой страны. И то, что вы сейчас обозначили историко-культурное направление, первое, чем мы занимаемся, мы сегодня создаем 2 музея. Наши музеи жизни, потому что прекрасно понимаем, что только через музей, через память, через гордость мы можем воспитать свое новое подрастающее поколение. И все это меняет ситуацию, меняет отношение самих жителей области к своей малой родине. И то, что мы видим, что происходит, мы будем и дальше делать так, чтобы ЯО была достойной. Поэтому, Владимир Владимирович, я вам хочу сказать, что благодаря вашей поддержке появляется новая еврейская автономная область. И мы сегодня здесь, в моем регионе, сделаем все, чтобы нам было не стыдно, а было гордо рассказывать вам о том, как это делается. И если у вас будет возможность, мы всегда будем очень рады вас видеть на нашей благословенной и гостеприимной земле. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо. Мария Федоровна, для вас это тоже не новый регион. Вы знаете проблемы Дальнего Востока, работали там и раньше. При личных встречах рассказывали мне о планах, о решении тех задач, которые считаете приоритетными.
Желаю вам удачи, уверен, все будет получаться в совместной работе с правительством Российской Федерации. Рустам Нургалиевич. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу выразить вам искреннюю благодарность за постоянное внимание и всестороннюю поддержку, которую вы оказываете регионам страны и нашей республике. Это крайне важно для нас и служит основой для уверенного развития. В единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане прошли выборы главы Российской Республики, депутатов представительных органов местного самоуправления. В голосовании приняли участие 2 230 000 граждан республики, это 75,8% от всех избирателей, которые зарегистрированы в республике. Кроме того, нами были созданы все необходимые условия для обеспечения голосования наших защитников, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО. Для этого были образованы 5 экстерриториальных избирательных участков в воинских частях. Во всех городах и населенных пунктах республики татарстанцы выбрали своих представителей. Это 7531 депутат. В их числе 113 участников СВО. Результаты прошедших выборов рассматриваем как одобрение выбранного курса, реализуемого в тесном взаимодействии с федеральным центром под вашим руководством, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня в республике оказываются всесторонние меры поддержки для наших бойцов и членов их семей. Эта задача остается для нас приоритетной. Несмотря на беспрецедентное давление, экономика республики продолжает развиваться, обеспечивая рост основных макроэкономических показателей. Вот по валовому региональному продукту мы идем где-то 102,9% в прошлом году, индекс промышленного производства 111%, объем строительных работ около 100%, вот введено уже 2,8 миллиона квадратных жилья, значит, это 101,8%, ну и по селу тоже 107,6% в прошлом году темпа роста. Предприятия оборонно-промышленного комплекса республики продолжают работу в интенсивном режиме для выполнения стратегических задач, поставленных государством. Что касается сельского хозяйства, в настоящее время завершена уборка зерновых и зернобобовых культур, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерна, ведется уборка традиционных поздних культур. Это позволяет полностью обеспечить население республики сельскохозяйственной продукцией и поставить значительный объем за ее пределы. Кроме того, мы искренне благодарны за национальные проекты, мы уделяем огромное внимание, так как это реальные меры повышения качества жизни наших людей. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу заверить, что сформированная после выборов команда правительства республики, органов местного самоуправления и в дальнейшем настроен на плодотворную работу по всем направлениям и готова и впредь оправдывать оказанные доверия руководством страны и лично вами, Владимир Владимирович. Доклад окончен. Рустам Нургалиевич, республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики, служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы. Вы человек опытный и пользующийся действительно уважением в республике. Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Ну а Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете. Мы с вами в постоянном контакте находимся. Коллеги, кто хотел бы дополнительно еще что-то сказать, добавить, прокомментировать? Прошу. Нет? Ну, в целом понятно, исходя из хода предвыборной кампании, понятно, что нужно делать. А что нужно? Нужно исполнять
те обещания, которые были вами даны гражданам, избирателям, нашим людям в ходе избирательной кампании в качестве целей развития регионов, решения вопросов социального характера. Повторяю еще раз то, что сказал в начале. Конечно, наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательной кампании. Но нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте федерации. И люди ждут решения этих вопросов. Вот они поддержали нас с вами, вас поддержали. Но исходит из того, что и текущие вопросы будут решаться в соответствии с теми обещаниями, которые давались вами в ходе избирательной кампании. Уверен, что люди внимательно все слушали, слышали и надеются, что под вашим руководством соответствующие регионы, территория России будут развиваться теми темпами и тем качеством, которое было вами заявлено. Я со своей стороны желаю вам успехов и будем продолжать прямые контакты с вами так же, как мы делаем это постоянно. У нас система взаимоотношений выстроена. Это и личные контакты, работа в рамках Госсовета, работа в соответствующих министерствах и ведомствах правительства. В общем, работа не только в субъектах и напрямую с субъектами, но и в рамках федеральных округов. Линии контактов, коммуникаций все выстроены. Я искренне желаю вам успехов. Это уж точно от ваших успехов, от успехов работы на местах зависит успех всей страны. Всего вам доброго. Спасибо.